Привет, друзья! Сегодня мы смотрим продолжение книги Bubbles, Buttons and Beads, которую начали смотреть на прошлой неделе. Ну и мы остановились на самом интересном. Это на рассказе о братьях Найгерах. Ну и я хочу напомнить вам, что я здесь не буду подробно читать эту книгу. Мы просто в основном смотрим картинки. Я рассказываю по ходу о них вкратце. И если вас что-то заинтересовало, вы спрашивайте в комментариях. Я буду там подробно на это отвечать. Ну и продолжим, вернее, с братьев Найгер. Все вы о них, конечно же, знаете. И самое главное, что интересует всегда коллекционеров, какие же изделия принадлежат именно им. Но никто наверняка не может этого сказать, потому как клейм раньше в то время не было, ну, по крайней мере, у чехословацких изделий не было, только когда на экспорт, и то у них было общее клеймо. Ну, да ладно, оставим эту тему. Итак, вот здесь вот мы видим фотографию работников мастерской братьев Найгер 25 года. У них работало достаточно много людей, и изделия их были очень высокого качества, пользовались огромной популярностью, стоили дорого и вывозились в основном на экспорт. Особенно в Америке они были популярны. Именно поэтому сейчас много коллекционеров именно там находят их украшения. Но и то, как я говорю, это не факт, что они принадлежали именно Найгерам. Вот. Ну, а здесь на картинке мы видим брошь, которая атрибутирована уже как Найгеры. 30-е годы, габлонц. Видите, вот такие вот своеобразные, свойственные им листики и цветочки. И их же мы видим вот здесь, вот в этих вот украшениях. Такие же листики и цветочки. Ну и, как вы видите, украшения их были в самом различном стиле. То есть и они не только производили, как мы дальше увидим, вот эту вот коллекцию китайскую и египетскую, но и много других. На этой иллюстрации показан кулон, который принадлежит братьям Найгерам, и брошь, которая им не принадлежит, но очень похожа. В то время братья Найгеров подделывали многие, и они даже против этого как-то боролись. Здесь упоминается история одного из работников, который в 2020 году ушел от них, открыв свою мастерскую, начал производить подобные украшения. Братьям Найгер удалось его как бы засудить и конфисковать все его изделия. То есть в то время уже тогда такие вещи как бы пресекались. На этой картинке мы видим тоже 3 броши братьев Найгеров. Очень часто они использовали в своих украшениях холодную эмаль. Это роспись металла без нагревания, то есть это холодным способом. Вот здесь вот показан кулон братьев Найгер. И у него, видите, я не знаю, видно это будет или нет, но вот здесь вот покажу вам поближе. Вот здесь лепесточки цветка именно немного прокрашены. Краска наносилась и, не высыхая, вытиралась, поэтому оставался такой как бы налет. И рядом показано украшение не братьев Найгеров. Уже оно как бы такого вот качества не очень, как вы видите. Прокрашены все элементы, и уж со временем эта краска уже, конечно, вот в некоторых местах сошла. Дальше братьям Найгерам было свойственна красивая изнанка. Но это тоже не показатель того, что изделие принадлежит именно им, потому как вот здесь вот кулоны
не принадлежащие братьям Найгеров, но изнанка у них, как вы видите, тоже прекрасная. Здесь показана обратная сторона вот этого кулона и обратная сторона вот этого кулона. Они, конечно, проработаны очень тщательно. То есть то, что изделия братьев Найгер имели отличную изнанку, это точно. Но то, что все изделия с отличной изнанкой принадлежат братьям Найгерам, это не так. Ну и самый, да, кстати, этот кулон это не изделия братьев Найгер, хотя очень многие могли бы сказать, что это Найгеры. Ну и самая известная коллекция, которую показывает музей в Яблонце над Нису, это, конечно, изделия из египетской и китайской тематики, серии. И вот как раз давайте вот мы здесь и посмотрим. Значит, вот это овальная брошь и вот это в китайском стиле. Возможно, Найгер, но это не точно. То есть никто не утверждает стопроцентно. А вот эти вот броши вот, уже атрибутируются как найгеровские. Дальше. Дальше вот эта верхняя брошь Найгер, а это может быть найгеровским, но тоже автор не пишет, что это стопроцентное изделие. То есть видите, вот как изделия похожи, но одно можно сказать, что это Найгер, а другое нет. Я еще раз хочу, вот знаете, сакцентировать внимание на том, что если вам нравится украшение, вообще не важно, Найгер он или нет. Украшения в любом случае прекрасные. Здесь два изделия, браслет и брошь, это Найгеры. Ну и вот эта брошь, возможно, Найгер. Следующая страница. Здесь показаны украшения 20-30-х годов. Это типичные украшения гюртлеров. Напомню, что это ювелиры, которые работали не с драгоценными материалами, а с простыми материалами, простыми металлами и стеклом. Но работы их не менее прекрасны, чем ювелирные. Это все, об этом я говорила в первой части обзора этой книги. Ну и здесь вы видите вот различные виды брошей, застежек, показывающих мастерство этих людей. Это не работы Найгера, это гюртлеры. Найгеры тоже были гюртлерами, поэтому их работа тоже состояла из вот таких вот процессов. Ну, а здесь иллюстрации процесса, как это все происходит. То есть из отдельных элементов все это спаивается, покрывается золотом или хромом и вставляются камни. Это образцы работ из музея в Ковбойрине, в Ной-Габлонце. У меня тоже есть видео из этого музея. Ссылку оставлю на него в описании. Ну, а здесь вот мы видим паучков. Очень популярная тема – это пауки. В начале 20 века это просто было, ну, мейнстрим. Ну и в частности, вот эти пауки вот такого дизайна – это броши Франца Ортельта, 20-30-е годы. Здесь же вот вы видите, вот эта брошь тоже брошь Найгера. И вот эти изделия тоже предположительно, возможно, принадлежат Найгеру. Хотя вот такой вот браслет, который выполнен в такой же технике, но здесь уже не указан, что он найгеровский. Даже возможности такой нет. Далее на этой странице показаны колье, бусы эпохи ар-деко. То есть это 30-е годы.
Это штампованное стекло, вот эти вот элементы штамповались, в такой вот геометрической форме они выполнены. И вот хочу обратить внимание на вот эту брошь, которая тоже вроде бы похожа, да, очень похожа на вот эту брошь Найгер, но все-таки это не она. Автор этой броши Зигфрид Шарф из коллекции доктора Захи из Нойгаблонца. И одно из очень популярных направлений — это насекомые были, как я уже и говорила, по поводу тех пауков. Ну и особо красивые, конечно, были бабочки в то время. Посмотрите, насколько они разные. Вот такая стрекоза тоже, возможно, принадлежит, как и те пауки с предыдущей страницы, мастерской Франца Ортельта. Ну и бабочки были, и эмаль, и филигрань. Кстати, вот такой вот образец бабочки. У нее крылышки шевелились. Вот здесь вот видите, такой механизм как бы присутствует. То есть крылышки поворачивались. Это две бабочки. Посмотрите, как отличается дизайн. Вот, например, эта бабочка 20-х годов, а это бабочка 70-х годов Отто Мюллера. Отто Мюллер — это мастер из Нойгаблонца, который был депортирован из Богемии после войны. И его работы, ну, просто шикарные, великолепные. Я уже об этом тоже рассказывала и показывала из видео из музея в Нойгаблонце. Ну, а эта бабочка вот в таком вот уже минималистическом стиле, который в 70-х годах уже вот начинался, как бы это уже начало нового стиля. Ну, а вот эти бабочки тоже это 20-е годы Габлонц, а это уже американская бабочка фирмы Weiss. Ну и еще немного бабочек на этой странице. Тоже это бабочки 20-х, 30-х годов. Пряжка 20-х годов. Ну и вот здесь указано, что эта пряжка уже не такого хорошего качества, как вот эти бабочки, потому как стразы здесь, кристаллы вклеены, а здесь все находятся в пронгах, в лапках. Так, ну и переходим к следующей главе — натуральные материалы. В Габлонце не только производилось стекло, не только украшения из стекла, но и из разных, абсолютно разных материалов, в общем-то неожиданных на первый взгляд, как, например, деревянные бусины. Были очень популярны. И самая большая фабрика в то время была эта фабрика Йоганна Шованика. Деревянные бусины поставлялись и в Америку, из них делались не только украшения, но и сумочки, какие-то там аксессуары, кошелечки. Ну и, видимо, они были настолько доступны, что фабрика Шованик, она была очень популярна, и в Америке она очень-очень известна. То есть много у них было бусин на экспорт шло. Следующие бусины очень интересные. Называются они балатини, бусины балатини. Это бусины, которые покрывались сверху толченым стеклом. И вот здесь вот на картинке покрупнее, я надеюсь, что вам будет видно, бусины такие вот как ежики. Видите, они были совершенно разного цвета, очень такие вот красивые. Вот. Ну и здесь показаны бусины балатини 20-х годов, а это уже бусины балатини, которые производились после войны в Нойгаблонце. Следующий материал, который очень был популярен, это кость.
Из кости, посмотрите, какие красивые вещи вырезались. Конечно, это было не так распространено, как стекло, но все-таки. Наряду с костью использовался, очень много использовалось перламутра, перламутр. И в то время уже собирались изделия из разных материалов, где использовались и натуральный перламутр, и стекло, и разные другие материалы. Вот здесь вот можно посмотреть, как выглядела брошь, вырезанная из кости. Сверху она прокрашена зеленой краской, а вот это уже пластиковые бусины. Это пластик, который имитирует вот такую вот костяную резьбу. Ну и куда ж мы без пластика? Богемия — это, наверное, в Богемии единственный пластик занимал очень большую часть производства. Очень много они производили из пластика всего. И точно так же этот пластик миксовался и со стеклом, и с другими материалами. Вот здесь вот показан два украшения из габлонца. Это начало 20-х годов. И как раз вот эта вот комбинация, комбинация резьбы из слоновой кости, то есть вот это вот белое, а коралловые красные бусины — это гололит. Гололит — это основной такой материал, который пластик производился в Богемии. Ну и, конечно же, эти пластики были к 30-м годам уже настолько популярны, что они использовались во многих изделиях, и особо вот эта вот эпоха арт-деко повлияла на популярность этого пластика. Из него вырезались абсолютно разные вот такие вот причудливые формы и украшались и стеклянными бусинами эти колье, и вот этими вот пауками ортельта, и даже вот похоже тут на натуральную жемчужину. Пластиковые изделия тоже имеют большую ценность среди коллекционеров, потому как эти украшения, они символизируют вот эту целую эпоху. Следующая глава рассказывает о том, как был построен весь бизнес украшательский этот. Я уже тоже об этом говорила в исторических своих видео предыдущих, поэтому не буду здесь распространяться много. Все изделия, которые вот мы знаем на слуху, и какие-то имена, они зачастую связаны с экспортными компаниями, которые вывозили на экспорт украшения и материалы. То есть многие изделия мы не можем сказать, кто их произвел, потому как эти экспортные компании собирали от разных производителей изделия в самых разных техниках и продавали это все в огромных количествах. Поэтому, к сожалению, часто мы можем видеть, что это изделие там вот такого-то имени, но это был экспортер, а не производитель. Именно, мне кажется, поэтому популярность братьев Найгеров так возросла, потому как это одно из тех имен, которые мы знаем, тех авторов, которые это все придумали, они просто продавали. В этом, мне кажется, их основная ценность. Так, ну и следующая глава посвящена браслетам. Я тоже уже говорила о них в своем историческом видео. Браслеты очень пользовались популярностью в Индии.
и целые вот такие вот корабли отправлялись в Бомбей, полностью груженные стеклянными браслетами. Поначалу в Индию поставляли браслеты китайцы, Китай, но богемские мастера их переплюнули, так сказать, сделали более низкую цену и, в общем, испортили Китаю весь этот бизнес. Ну а поначалу они производили кольца для салфеток из стекла. Они были диаметром 4 сантиметра. Ну а потом, когда вот узнали, что можно вот это вот все продавать в таких объемах, эти кольца для салфеток превратились в браслеты. Далее глава посвящена, ну тут немного о художественном стекле, вот вы видите образец его, и побольше и немного больше рассказывается о эмали и, хочу сказать, раскрашивании, но окраски, да, скажем так, окраски стекла. То есть вот вы видите здесь образцы пуговиц, которые прессованным методом пресса выдавливались, и выступающие части, видите, прокрашивались. Но это было не очень качественное изделие, которое не могло пережить долгие годы. А вот такая вот брошь, как, например, вот это начало 20 века. Такая брошь, она прокрашивалась изнутри. Это инталия, которая была выдавлена на стекле внутри. Инталия, я думаю, вы знаете, что это такое. Эта инталия прокрашивалась внутри и ставилась на перламутровое основание. Поэтому вот эта краска была как бы внутри защищена. И такое изделие было более долговечно, чем просто окрашенное. Ну и вот здесь вот мы видим холодную эмаль, пример как раз окрашивания. Такое окрашивание еще называлось холодной эмалью, то есть оно не запекалось, поэтому оно было такое вот нестойкое и не очень долговечное. Но тем не менее очень часто в изделиях оно использовалось. Все украшения на этой странице это 20-е годы. Здесь уже мы видим вот сатиновое стекло вставки в обрамлении рамок в обрамлении эмалированных рамок. Очень красивое. Ну, а конечно же, эмаль это пришла из Франции и Германии. В Богемию часто оттуда приходили все модные тенденции, все техники современные, они осваивали их уже после немецких и французских мастеров. В частности, вот эти вот, это немецкие броши, это французские. Эмаль использовалась не только в украшениях, но и в аксессуарах. Вот это кожаная сумочка с вот такой вставкой эмали. А здесь вот сумочка, рамка сумочки, вот эта застежка, видите, какая очень красивая. Это тоже была работа этих гюртлеров, очень тонкая и очень, ну, мне кажется, что это непревзойденные вообще изделия, иметь такие было. И сейчас интересно коллекционировать, и тогда иметь такие изделия было, мне кажется, это мечтой. Так, ну и переходим к следующей главе. Это двухцветное стекло и стекло слоеное, или как это сказать, не знаю, получше, как это сказать. Ну, то есть это стекло, которое наслаивалось, слои из разных видов стекла, и получался узор. И мне кажется, что вот эти вот картинки, это как раз примеры двухцветного стекла биколорного. И эти картинки показывают бусы 20-30-х годов. Но я вот уверена на 100%, что
вживую эти бусы просто выглядят потрясающе. Они, ну, волшебные. Здесь, например, вот стекло а, синее и желтое. То есть это использовалось две вот этих стеклянные трубки синего и желтого цвета. Они сливались вместе и образовалось вот такое вот волшебное сочетание. А здесь уже желтое и розовое или зеленое и розовое стекло. Одной из разновидностей такого стекла это было ирисовое, например, стекло или сапфирит. Мы о них посмотрим дальше, там будет. Ну, а здесь примеры показаны как раз вот этих вот слоеного, да, стекла, слоеного такого вот пирога, так сказать, когда разные виды стекла просто накладывались друг на друга, все это вместе сваривалось, сплавлялось и получались потрясающие изделия. Вот эти вот две броши, это 19 век. И здесь, как вы видите, еще и авантюриновое стекло. Оно было тогда очень дорогое. Я об этом говорила уже в обзоре книги «Стекло в украшениях». Можете посмотреть там. Ну, а здесь вот это очень красивая брошь с такими вот перламутровыми цветами на синем фоне. И здесь синее стекло програвировано сзади и окрашено серебряной краской. То есть эти цветы находятся внутри, как инталия. Следующее стекло, самое, наверное, популярное и самое распространенное, это сатиновое стекло. Его еще начали производить в конце 19 века, и производилось оно путем комбинирования стеклянных тростей прозрачного стекла и непрозрачного, матового. Эти две трости скручивались, переплетались, все это сплавлялось и получалось сатиновое стекло. Причем в матовой половине всегда были какие-то включения, какие-то вот эти вот внутренние узоры. И каждая партия такого стекла, она не повторялась. Большинство мастеров патентовали свое стекло. Ну и, конечно же, самые большие производители, как Ридель, конечно, у них были патенты на производство сатинового стекла. Ну и, как я говорила, одно из самых ценных, да, наверное, самое ценное из биколорных стекол – это сапфирит. Сапфирит получался путем добавления золота в синее сапфировое стекло. И вот этот вот розово-голубоватый перелив, он был настолько уникален, ценен и очень дорого стоил, что часто стекло монтировалось в ювелирные изделия. Стоило это стекло тогда очень дорого, порой даже дороже, чем какие-то драгоценные камни. Ну и сейчас иметь в своей коллекции сапфиритовое стекло – это большая удача. Я считаю, это просто, наверное, как цель любого коллекционера. Ну и здесь мы видим украшения 30-х годов как раз вот из сапфиритового стекла. Сапфиритовое стекло было не только прозрачным, но и вот таким вот матовым. Матовый вариант имело, морозное стекло такое вот тоже было. Ну и еще одно многоцветное стекло – это ирисовое стекло. Причем ирисовое стекло, оно называлось исключительно в Богемии, а по всей Европе оно называлось просто rhinestone. Rhinestone – это натуральные кристаллы кварца, которые находили в реке Рейн.
или добывали в Альпах этот натуральный кварц. Он очень красиво переливался различными цветами. И вот по названию реки Рейн эти кристаллы натурального кварца назывались rhinestones. Ну, а в Богемии придумали вот состав такой вот, придумали рецепт этого стекла, который имитировал вот такую иризацию этих натуральных кристаллов, и называли они его ирисовым стеклом. Здесь вот как раз представлены образцы. Это 4 кулона после периода после Первой мировой войны. Это тоже с того же самого периода. И вот здесь вот показаны кристаллы ирисового стекла, которые имели немного другой оттенок. Видите, он больше похож на турмалин, вот такой розово-зеленый. Ну, а вообще это еще стекло очень часто сравнивали с называли арбузным стеклом. А дальше глава посвящена уже стеклу, которое производилось в технике lamp work, fancy glass. Это когда в одно стекло добавлялись капельки какого-то другого стекла, либо золотистая фольга. И это стекло было, конечно же, позаимствовано у муранских мастеров. Оно тоже было очень-очень красивым. И посмотрите, какие вот имитации, например, опалов были, или вот такие включения в авантюриновое стекло. Ну, а вот такие вот стекла, как это розовое или вот белое, с включениями золотой фольги, они назывались Микафлекс. Не знаю, такие вот Микафлекс, не знаю, как это перевести на русский. Но вот такие вот золотистые кусочки фольги Микафлекс, они выглядят вообще потрясающе, просто волшебно. И вот здесь вот показана брошь английская, но с богемским стеклом. И она вмонтирована, видите, вот здесь вот она вмонтирована в оправу, в которой есть вот летучие мыши, какие-то монетки, какие-то вот элементы ар-нуво. Как раз эти стекла были разработаны в тот период, и они очень подходили этим вот фантастическим изделиям ар-нуво, с этими плавными линиями, с воплощением каких-то животных, цветов. А вот то же самое стекло павлиний глаз. Они очень красиво, эти стекла, смотрелись в дизайнах той эпохи. Следующая глава посвящена мозаичному стеклу. И эту технику, конечно же, переняли у муранцев. Доменико Буссолин впервые муранский мастер этот представил Европе такое стекло. А как оно производилось, вы наверняка знаете. То есть собирались трубки из различного вида стекла, спаивались и уже поперек нарезались, выкладывался определенный узор, и когда они поперек нарезались, как колбаска, этот узор вот так вот был виден. И в Богемии первый, кто начал делать такие изделия, это был Йоганн Хюбнер. Он сам пытался это все делать, конечно же. Венецианцы скрывали эти рецепты и технологии. Ну, как и всегда, в то время все это таилось, скрывалось. Ну, конечно же, впоследствии это никому не помогало. Но вот эти вот изделия Йоханнеса Хюбнера очень пользовались популярностью, были уникальными. Он сам лично работал в своей мастерской, никого туда не пускал.
И даже Каламан Мозер, это известный венский дизайнер эпохи Сецессиона, любил использовать его вот эти вот шахматные дизайны этих изделий. Отдельная глава здесь посвящена черному стеклу, черной бижутерии. Черное стекло производилось, конечно, с давних времен, и до начала 19 века оно не было таким популярным, хотя из него вот вырезались большие такие вот как бы куски, на них сверху другие слои накладывались из другого стекла. Все это интересным образом вырезалось и использовалось в больших брошах в стиле Бидермайер, либо в аксессуарах, шкатулках, на крышках шкатулок это использовалось. Но, тем не менее, вот эта брошь датируется 1840 годом. На какое-то время популярность черного стекла затихла, но потом снова возродилась еще с большей популярностью. С черного стекла часто декорировали черным стеклом одежду, то есть оно наклеивалось на нее, на одежду, использовались не только украшения, но вот такая вот декорация. Позже богемские мастера придумали новую технологию, когда элементы из черного стекла наклеивались на проволочный каркас, на проволочное основание. Оно было уже более прочным и использовалось в крупных изделиях. Конечно, об этом можно говорить подробнее в отдельных видео. Может быть, я когда-то буду такие видео создавать и, надеюсь, иллюстрировать их настоящими украшениями. Так, дальше переходим к металлическому дизайну. Металлический дизайн – это покрытие стекла, вот такое вот люстровое. Конечно же, гальваникой покрывали металлы, но мастера решили, почему бы эту гальванику не использовать и на стекле. Таким образом вот появились вот такие вот бусины с люстровым покрытием. Ну и самое известное вот такое гальваническое покрытие стекла, это использовалось в искусственных марказитах, в стеклянных марказитах. Вот здесь вот все образцы показаны с марказитовыми вставками. То есть это стеклянные кристаллы, ну, кусочки стекла, да, которые гальванизировались и покрывались вот таким вот металлическим покрытием. Все это было популярно долгие годы. Мне кажется, что и сейчас марказиты делают именно так, да. Но здесь вот мы видим образцы 20-30-х годов брошей. Ну и последняя, наверное, вот глава посвящена в книге прессованному стеклу. Тут уже в предыдущих главах тоже об этом говорилось, но здесь большую часть автор уделяет изделиям из так называемого малахитового стекла. И это уже были не столько украшения, как домашние аксессуары, вазы, какие-то тарелочки, декор и так далее. И самым известным мастером в производстве этих изделий это был Хайнрих Хоффман. И впоследствии его дочь вышла замуж за Генри Шливохта. И вот Генри Шливохт стал одним из самых известных дизайнеров, который произвел вот эту вот коллекцию из малахитового стекла, которая называлась Ингрид. Эта коллекция
ну, просто в то время, наверное, взорвало европейский рынок, потому как эти прессованное стекло, это была настолько тонкая проработка, и все изделия имели тончайшие вот эти, очень тончайшую такую вот резьбу, что, мне кажется, их даже трудно было производить, потому как впоследствии, во времена советской Чехословакии, уже послевоенные годы, это продолжалось производить по молдам, оставшимся с тех времен. Но качество, посмотрите, качество уже было совсем другое. Вот обратите внимание на качество Генри Шлевохта, вот, и на качество вот последующих этих изделий. Ну, в предыдущих главах тоже упоминалось уже, конечно же, это прессованное стекло. До Генри Шлевохта тоже его делали и производили из них вот такие вот коралловые вставки, зеленые жадеитовые вставки, которые использовал тот же самый Найгер, да. Это, кстати, браслет Трифари, который использует богемское прессованное стекло. Ну и, конечно, прессованное стекло в разных формах, вот видите, прессовалось и поставлялось на разные континенты, в разных стилях. Очень большую популярность вот тогда набрало вот эти вот египетские мотивы. Как видите, они были доступны любому мастеру. Кстати, они и сейчас, вот эти вот элементы прессованные, есть, можно найти из старых запасов, так сказать. Поэтому неудивительно, что совершенно разные изделия есть с таким прессованным стеклом, не только Найгер. Ну, в общем-то, так вот я и закончу тоже на Найгере. Пишите свои комментарии, что вам здесь понравилось, что вы увидели знакомое в этой книге. Если что-то вы хотите узнать отсюда поподробнее, спрашивайте в комментариях, пишите время видео, где вы заметили то, что вас заинтересовало, а я потом буду подробнее вам в комментариях отвечать. Ну вот, как-то так я могу предложить вам такой вариант. Ну, а вообще эту книгу я сделала просто для ознакомления, чтобы вы понимали, что она из себя представляет. Думали, купить вам ее или нет, нужна она вам или нет. Ну, а у кого нет такой возможности и кого что-то здесь заинтересовало, спрашивайте в комментариях, и я с удовольствием на все вопросы отвечу. На сегодня это все. Подписывайтесь на канал. Я буду очень рада вашим лайкам, комментариям, рекомендациям, может быть. Всем пока. До встречи в следующем видео.